подписчики и гости моего канала. С вами сегодня Анита опять. И сегодня я хочу показать вам, как связать такую красоту. Называется она чешуйки на машине 3-го класса. Точно так же ее можно вязать и на машине 5-го класса. Вот такая красота. Она хорошо смотрится как из секционной пряжи разного качества, как толстенькая, так и из мохера. Можно вязать на 3-м классе, на 5-м классе. Можно с разной шириной элемента. Но что это все объединяет? Это объединяет вот такая вот схема. Так как обычно у нас машина не дает полностью на всю ширину необходимую ширину косынки по длинному краю, то у меня есть способ, как связать чешуйки вот по этой схеме и классно соединить между собой как родные. Итак, перед началом работы я советую нарисовать такую схему и потихоньку, провязывая, отмечать, который ряд мы тут провязываем. Я проставила нумерацию, здесь я пропустила, что мы до верха уже дошли. Ну, это просто для демонстрации. Итак, начинаем мы с одной чешуйки, потом здесь добавляем половину чешуйки и вяжем второй ряд. Одна чешуйка, здесь у нас опять половинка, половинку добавляем и вяжем второй элемент. Переходим на 3-й ряд, опять добавляем половинку, вяжем целый. Здесь переходим сюда, вяжем этот, переходим сюда, добавляем и вяжем этот. Отвязали, переходим сюда, добавляем. В таком ритме мы доходим до ширины всей машины. Потом будем убирать по половинке элементов на бросовую нить. Итак, начнем. Я сейчас выбрала раппорт ширину в 12 петель, то есть 2 раза по 6. Это удобно, так как здесь уже на машине имеется разметка, по которой легко ориентироваться. И хочу показать вам набор. Набор я делаю, называется обвитие с провязом. То есть я вначале обвиваю первую иглу, потом перекладываю нить через вторую иглу и первую иглу я провязываю. Далее опять через 3-ю и 2-ю провязываю. Через 4-ю, 3-ю провязываю. Таким образом мы получаем красивый наборный карай, который не хлипкий. В то же время его можно обработать потом крючком, обвязать. И последняя петля вот у нас просто обвили и провязали, без обвива следующий провязали. Заправляем нитку в машину. Закрываем машину. Настройки каретки. Рычаг частичного вязания у нас практически все время будет включен. Плотность у меня 2 и точка. Пряжа примерно 450 метров на 100 грамм. Далее добавим сюда оттяжечку. В первом ряду можно начать на бросовую нить. В первом ряду это я повешу, чтобы было аккуратнее. Итак, провязываем один ряд кошечки. И теперь начинаем выдвигание. В каждом ряду мы выдвигаем иглу с противоположной стороны от каретки. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Вот осталось у меня 2 иглы, по одной игле с каждого элемента. Теперь я должна переходить на второй ряд. Как это происходит? Вот мы закончили наш первый элемент. И теперь нам необходимо перейти на эту сторону. По схеме смотрим. Значит, мы отвязали первый элемент, и теперь нам надо продвинуться сюда. Для этого нам надо перейти на край полотна, здесь набрать 6 петель и начинать вязать этот элемент. Далее будем проходить на второй элемент, наполовину, вот через эту половинку. И здесь будем набирать с другой стороны. Итак, как это сделать? На каретке мы ничего не меняем. Мы задвигаем в положение D вот эти иглы. Проходим на эту сторону. Далее здесь я выдвигаю 6-ю иглу половины. И здесь я выдвигаю тоже 6 игл. И здесь я буду делать набор с обвивом. Первую иглу я обвиваю, через вторую ее провязываю. Надеюсь, что это понятно. Вообще я в последнее время очень полюбила этот способ набора, так как он дает возможность еще интересно обрабатывать край. Об этом будет в следующем ролике. И теперь у нас второй элемент, он по схеме можем посмотреть, он идет от середины первого до края. И значит здесь у нас половина выдвинута, и провязываем туда. Теперь добавляем немного оттяжечки и начинаем выдвигание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перевешиваем грузик, чтобы было 7, 8, 9. Осталось у нас по одной петле с каждой стороны. Теперь нам надо перейти на ту сторону по схеме. Вот, нам нужно перейти. Сейчас мы находимся здесь. Нам надо перейти на эту сторону, сюда. Значит, 6 петель мы добавляем отсюда и провязываем вот эти 6 петель. И здесь мы идем вниз по этому элементу. То есть задвигаем вот все иглы. И положение D. И проходим по ним кареткой. Здесь мы оставляем 6 игл. Одну еще выдвигаем. И убираем половину, которая вот этого первого элемента, который мы провязали. И здесь мы делаем набор обвития через провязыванием. Вот. Это идет быстро. Последнюю провязываем. И вот у нас иглы для второго элемента второго ряда. Один ряд провязываем, навешиваем крабик и выдвигаем иглу. И так продолжаем. Обратите внимание, как я орудую кареткой, чтобы было удобно. Я одной рукой подталкиваю, перебираю на другую руку, и рука у меня освобождается, выдвигаю иглу. Вот, мы встали на этой стороне, теперь нам надо переходить на третий элемент. Он состоит из половины элемента второго ряда и добавок. То есть нам нужно оставить вот эти 6 игл, у нас будут задействованы. Но сейчас мы перейдем на край полотна, задвигаем в положение D и опять выдвинули 6 игл. Я выдвигаю потому, чтобы не ошибиться. И набираем. Таким образом, сверяясь со схемой, легко не сбиться
со счета. Вот опять перешли, ряд провязали, грузик навесили и опять начинаем выдвигать. Так продолжаем, пока мы все связали до ширины всей игольницы. Я далее покажу, как мы будем поступать дальше. Вот это третий элемент, но нам сейчас надо двигаться в эту сторону, да? Поэтому я иду еще раз обратно. И у нас будет третий элемент, у нас вот, да? Половинка третьего. Далее у нас будет в работе вот этот. Вот этот средний элемент, как было в самом начале. Я перехожу на эту сторону, отсчитываю здесь рабочие иглы. 6 с первого элемента я выдвигаю. И опять начинаем выдвигать. Перевешиваем немного грузики. То есть вы видите, что все это вяжется очень быстро. И вот мы пришли сюда. И теперь нам надо пройти на край полотна. Здесь 6 игл выдвигаем с работы. И здесь опять выдвигаем 6 и обвивом набираем. Итак, мы пришли на всю ширину игольницы, отвязали. И теперь мы пришли вот на это место, где нам необходимо, переходя в следующий ряд, начинать уменьшать количество элементов посредством снимания на бросовую нить части элемента предыдущего ряда. То есть это, грубо говоря, 6 петель. С этой стороны будем снимать и с этой стороны. Начнем мы сейчас с этой стороны. Значит, я довязала вот до этой стрелки сейчас. Я закончила этот последний элемент. Нитка у меня посередине. Еще одна игла не выдвинута. И вот этих 6 игл здесь нужно будет закрыть на бросовую нить. Далее будем выдвигать иглы, значит, половина от этого элемента плюс 6 игл от следующего элемента, то есть здесь. Для удобства я сначала перейду на следующий элемент. Здесь хорошо видно, где разделительная перфокарточная линия. Задвигаю в позицию D и перевожу каретку на другую сторону. Вот у меня сейчас здесь в работе иглы. Здесь, значит, нам необходимо 6 игл вот этих снять на бросовую нить. Почему нам это необходимо? Потому что мы потом будем на эти петли навешивать по половинке элемента следующего ромба. То есть состоит вот из ромбов. Фактически богатый бактус состоит из таких вот элементов, где сначала мы вяжем первый. Здесь у нас остаются открытые петли, и здесь. Далее добавляем сюда такой же целый ромб с открытых петель. И опять здесь делаем открытые петли. Второй и третий такой же ромб. И далее заполняем остающиеся треугольные промежутки вот такими полуромбами. Он тоже каждый на целую игольницу. И таким образом получается богатый бактус. Теперь, когда мы дошли до верха, я просто покажу на маленьком образце. То есть мы сейчас будем вязать по нашей схеме. Далее вот этот элемент, вот с этого места. Значит, здесь я
половину элемента я наберу от этих петель, которые мы оставили на бросовой нити, и половину я добавлю. И начнется вязание опять точно как здесь, как треугольник, который потихоньку будет присоединяться к уже связанному. Итак, я опять решила это делать на середине. Я беру первый элемент, и на этих 6 иглах я наберу эти петельки изнанкой к себе полотно. Видно? Вот изнанкой к себе. 4, 5 и 6. Выдвигаю вперед, чтобы их не потерять, и эту ниточку сразу я могу убрать. Далее закрепляю интересным способом. Вот, беру новую нитку, закрепляю, смотрите, одеваю, сложила пополам, положила на 3-ю иглу, и 1-ю и 2-ю иглу провязала двойной ниткой. Далее здесь делаем уже набор обвивом с провязыванием. Это я заправлю туда вниз. Вот в этот момент могут навешаю грузик уже один сюда. Вот, чтобы мы ничего не потеряли. Итак, 1-ю обвиваю иглу, потом 2-ю. Здесь провязываю. Так вот. Получается красивенький край, который можно потом обрабатывать. И последнюю провязываю. Для лучшего провязывания сначала выдвигаю в переднее положение, пододвигаю рабочую каретку, нитку заправляю в каретку. Настройки каретки. Выдвигаю рычаг частичного вязания включен. Эти кнопки у нас отпущены на кулирку. И здесь я пододвину иглы в положение D и провяжу один ряд. Так, сейчас повесим вторую оттяжечку и начинаем наше выдвигание. Точно так же, как мы уже делали на первом. Туда, обратно. И теперь, сейчас нам надо двигаться вот в эту сторону. На следующий ряд, который у нас, ряд элементов, который у нас провязан бросовой нитью. Опять, пока я каретку оставляю там, я просто хочу набрать, так мне удобнее будет, да, то есть 6 игл у нас здесь. 6 игл у нас на бросовой нити. Мы поднимаем их на иглы. Вот. Аккуратненько. Бросовая нить должна быть легче вязать, если она толстенькая. Посмотрим. Сразу вешаю сюда оттяжечку. И теперь я задвигаю эти иглы, чтобы вязать следующий. Это переход на новый ряд сейчас будет. В схеме это у нас вот это место сейчас. То есть я первый элемент связала, перешла сюда, навесила второй, и теперь буду второй вязать здесь. И потом этот элемент, где я 6 петель просто наберу с обвивом, с провязыванием. И выдвигаем сейчас иглы. Следующее вязание идет быстренько. Все это в реальном времени, без ускорения. Да, все. Второй элемент связан. Ну, первый элемент второго ряда. Теперь нам надо перейти. Вот у нас следующий элемент здесь, плюс 6 игл. Мы немножко задвигаем иглы.
И отсчитываем наших 6 игл, пусть у нас уже выдвинуты. Здесь 6 мы убираем. И здесь 6 я выдвигаю для обвива с провязом. То есть с таким провязом это край получается такой как бы законченный. Не просто там обвив, а есть вот так. И уже сразу сюда можем переставить кошечку и вяжем. И таким образом, вот опять мы пришли сюда. Все, второй ряд у нас связан. Можно на схеме потихоньку отмечать. Второй элемент второго ряда, вот не видно. Второй элемент второго ряда здесь связан. Переходим на третий ряд. Видим, что здесь нам надо опять набирать с обвивом, провязать 2 элемента. Третий элемент мы уже присоединяем здесь опять с бросовой нити. Я надеюсь, что у вас всем понятно, что я тут показываю и как это. Вот 1, 2, 4, 6. И 6 я добавляю. 6 я выдвинула. И опять сначала обвиваем первую иглу, потом через вторую прокладываем нить, чтобы на второй сразу получается тоже как бы обкид. И у нас опять 12 петель в работе. Вешаем сюда крокодильчик и вяжем. И теперь нам надо переходить дальше на элемент. Если этот был до сюда, теперь нам надо вязать полный элемент. Это 6 будет здесь и 6 будет здесь. 6 остаются. Плюс эти я задвигаю. Перевожу каретку. Вот. И очень легко ориентироваться по этим красным и белым линиям. То есть мы уже знаем, что у нас линия половина 12, целая 24. И выдвигаем. И вот смотрим точечную оттяжечку. И теперь уже переходим до самого края, где нам надо будет брать уже с бросовой. Итак, сейчас закроем эти 6 петель. Можно это делать с переключением каретки. Я это просто сделаю вот так вот вручную. Держа, провязываю 1 раз, подтягиваем, выдвигаю, перекладываю нить еще раз. Аккуратно смотрю, чтобы закрывались язычки. Вот, и еще 3 раз. Этого вполне хватит для того, чтобы потом аккуратненько можно было эти петельки поднять. Далее можно, я закрываю через колки. У меня так быстрее получается. И далее уже, руководясь схемой, которую мы нарисовали, постепенно в начале ряда мы закрываем 6 петель, потом вот я закрыла ниточку, все, 6 петель у меня ушло на бросовую нить. Далее, после того, как я провяжу этот первый элемент, я могу сразу здесь закрыть 6 петель, или же запомнить, что при обратном привязании следующего ряда я довяжу только до сюда. Потом, связав следующий элемент, первый элемент следующего ряда, у меня появится еще 6 петель к этим для закрытия. И я здесь уже смогу закрыть следующие 12 петель. Итак, продолжаем вязание. 1 ряд выдвинули и начинаем свое выдвигание. Сверяемся со схемой.
куда мы и что идем. Сейчас у меня идет 9 ряд. Потихоньку я дойду до конца. Таким же образом я свяжу вот все ромбы и все вот эти большие ромбы, каждый ромб, чтобы понятно было, вот на этой. Итак, когда мы уже довязали все вот наши ромбы, а каждый ромб это вот более детально разрисованный элементы, вот наши элементы. И когда мы уже связали на полную игольницу, пришли сюда, здесь навесили последнюю петлю, связали ряд элементов, у нас получается такая картина, что между элементами у нас есть вот такие вот впадины, которые необходимо заполнить. И сразу видно, что нам не нужен целый элемент, а нам нужна только его часть. Поэтому я сейчас покажу, как заполнить вот эти впадины. Итак, я отвязала последний элемент полуромба на полную игольницу. Здесь у меня остались еще 2 петли. Теперь нам предстоит заполнять эти углубления. Вот здесь, когда так подтягиваем наше вязание, то мы видим довольно четко, где у нас сходятся 2 элемента. Здесь сейчас. Вот здесь четко видно один элемент и здесь второй элемент. Находим эту серединку, и я советую заполнять таким образом. Задвигаем, ну, отсчитывая от вот разделяющее место, да, задвигаем от следующего элемента 3 иглы, здесь 2. Ну и чтобы перейти все остальные. Переходим на эту сторону. Значит, здесь у нас 3, здесь у нас 2. Или даже 3 и 3. 3 и 3. Здесь мы одну иглу выдвигаем. Далее переходим на другую сторону. Здесь тоже это как бы автообвив делаем. Здесь крабик перевешу тоже сюда. Теперь с противоположной стороны задвигаем 2 иглы, провязываем и одну из них выдвигаем. И опять с этой стороны опять задвигаем 2 в положении D. Провязываем и одну из них выдвигаем. Вот этого достаточно, чтобы заполнился это углубление. И точно так же сейчас смотрим глазами, где у нас следующее углубление. Вот здесь. Значит, отмечаем вот эти 3 иглы, задвигаем до них, задвигаем, чтобы перейти, провязываем остальные иглы отсюда, выдвигаем и здесь оставляем 3 с одной, 3 с другой стороны. И сразу провязываем. Ой, извините. Немного ошиблась, волнуюсь. То есть одну мы из них выдвигаем, вяжем на противоположную сторону, опять выдвигаем, а 2 здесь задвигаем, провязываем их, выдвигаем одну и здесь 2 задвигаем. Заполнили второй промежуток. И так далее. Вот следующий. Так следуем до конца. И теперь, когда у нас связано все уже до самого конца, заполнены наши углубления, просто провязываем, отключаем на каретке рычаг частичного вязания и провязываем один ряд на другую сторону игольницы. Далее про то, как закончить наш платок. Ну, это косынка, как бы богатая, это богатый бактус. Я предлагаю, можно закрыть через скалки, можно снять на бросовую нить и потом закрыть уже полностью все 3 ромба, полуромба, да, то есть
Сейчас мы вот здесь, но у нас еще вот эти полуромбы будут. Я предлагаю снять это все на бросовую нить и закрыть спицами вручную по способу, который вы сможете посмотреть в ролике со ссылкой. Вот сейчас наверху появится, и также будет эта ссылка в описании. Итак, желаю я всем легких петелек. Кому удастся связать, прошу вас, покажите мне, пожалуйста, кто в Инстаграм может, кто в Фейсбук. Ссылки на мои профили в Инстаграм и на Фейсбук есть в описании под этим видео. Если кому-то есть желание поддержать канал небольшим донатом, под видео в описании есть ссылка на мой PayPal. Можно поощрять немножко канал, чтобы я имела средства на развитие канала. На этом сегодня все. Легких петелек еще раз всем и теплых бактусов. Пока-пока.